Привет всем, Арми! Прямой эфир с участием Чингука, Тэхёна и Джина продолжает оставаться горячей темой для обсуждения, потому что то, что видно, настолько очевидно и трудно игнорировать. В присутствии других, Чингук и Тэхён, кажется, делят пространство, понятное только им двоим, спокойная атмосфера, созданная естественным образом, без необходимости в лишних словах. То, как они стоят рядом, смотрят друг на друга и наклоняются в одном направлении, передает сильную эмоциональную близость. Их язык тела говорит сам за себя, как будто это безмолвный разговор, понятный только им. Если присмотреться, в каждом маленьком жесте чувствуется нежность, сдержанный взгляд, короткая улыбка и присутствие, которое кажется дополняющим. Интересно, что, несмотря на присутствие Джина, пытающегося разрядить обстановку, внимание Чингука и Тэхёна постоянно возвращается друг к другу. Их внимание кажется настолько естественным, как будто камера и зрители больше не являются центром их внимания. Это не первый подобный случай. Во многих предыдущих трансляциях, когда они чувствовали себя комфортно, границы между публичным и частным часто размывались. Среди фанатов распространено наблюдение, что когда Чингук и Тэхён находятся вместе, происходит ощутимое изменение энергии. Они становятся более расслабленными, более искренними в своих выражениях и больше погружаются в момент. Их взаимодействие не кажется надуманным, вместо этого оно спонтанно и последовательно, чего трудно добиться, если это просто шоу. Во многих случаях, как на сцене, так и вне ее, Тэхён часто проявляет застенчивость при общении с Чингуком. Они слегка подшучивают друг над другом, шутят, не перегибая палку, но всегда в итоге оказываются очень близки. Затяжные взгляды и короткие паузы между ними часто говорят громче любого диалога. Эта прямая трансляция ощущалась похоже. Казалось, что для них в этот момент ничто не имело большего значения, чем быть вместе. Без необходимости словесного подтверждения их близость была ощутима, связь ощущалась сильной, потому что она не была натянутой и не требовала явных доказательств. Некоторые говорят, что все это – просто чрезмерная интерпретация, что каждый момент можно объяснить логически. Однако, когда повторяется одна и та же схема, мягкие взгляды, синхронизированный язык тела и неизменная комфортность, понятно, почему многие видят в этом подлинность. Подлинность часто проявляется в мелких, незапланированных деталях. Их прямая трансляция с Намджуном в США также часто упоминается как один из самых запоминающихся моментов. Чингук и Тэхён выглядели невероятно расслабленными и счастливыми, совсем неформальными. Тэхён даже упомянул, как они рады быть там, и его слова совпали с выражениями лиц на экране. В тот момент снова проявилась естественная физическая близость. Ничего чрезмерного, а взаимное стремление к присутствию. Чингук принял это спокойно, без колебаний и неловкости, признак комфорта, который возникает только тогда, когда человек чувствует себя в безопасности. Такие отношения не строятся за одну ночь, они построены на глубоком доверии и понимании. Что особенно поразительно, так это то, как часто они, кажется, не обращают внимания на камеру, их внимание настолько сосредоточено друг на друге, что зритель чувствует, будто становится свидетелем момента, который должен быть личным. Они, похоже, не пытаются создать какое-то определенное впечатление, вместо этого они, кажется, растворяются в непосредственности своего совместного пребывания. Чингук, известный своей сдержанностью, всегда выражает свои чувства через действие, его глаза часто являются самым честным окном в его самые сокровенные чувства. Когда Тэхён находится рядом с ним, его выражение лица меняется, становится мягче, теплее и заботливее. Даже когда он пытается сдержаться, его глаза часто выдают чувства, которые он таит в себе. В многолюдных и отвлекающих ситуациях внимание Чингука почти всегда возвращается к Тэхёну, как будто его присутствие служит якорем, дающим ему покой. Этот взгляд – не просто привычка, он отражает глубокое чувство комфорта и доверия. В конечном счете, эта история не требует никаких чрезмерных предположений, для этого достаточно просто наблюдать за неизменностью их поведения с течением времени. То, как они заботятся друг о друге, делят пространство и присутствуют рядом, демонстрирует крепкую связь. Связь, которая сохраняется, несмотря на внимание общественности, слухи и динамику индустрии развлечений. Для многих именно это делает их моменты особенными, простыми, искренними и значимыми. Из всех моментов, которые мы наблюдали, становилось все яснее одно: такие отношения не возникают случайно или просто потому, что они вместе на работе.
Они развиваются медленно, со временем, благодаря общему опыту и проверке доверия в различных ситуациях. Чингук и Тэхён шли бок о бок годами, через дни стажировки, пик популярности, глобальное давление и даже этап взросления, требующий внутреннего покоя. На этом пути они не только делили сцену и внимание публики, они также делили безопасное пространство. Пространство, где они могут быть самими собой без требований ролей, без публичных ожиданий и без необходимости что-либо объяснять. Вот почему каждый раз, когда они вместе, возникает чувство спокойствия, чувство возвращения домой, которое не нужно описывать словами. Что делает их динамику такой захватывающей, так это не какой-то один конкретный момент, а постоянство, которое проявляется со временем. В трансляциях, интервью и выступлениях всегда повторяются одни и те же паттерны, ищущие взгляды, синхронные позы и небольшие, инстинктивные проявления чувств. Это нелегко спланировать, не говоря уже о том, чтобы поддерживать это годами без перерыва. Тэхён со своей экспрессивной и эмоциональной манерой часто проявляет свои чувства спонтанно, легкими прикосновениями, застенчивыми улыбками или внезапным смехом. Чингук, с другой стороны, выражает себя более тонко, постоянным присутствием, стремлением к единению и взглядом, который всегда возвращается к одному и тому же человеку. Два разных, но взаимодополняющих способа создают баланс, который кажется естественным. Когда они находятся в толпе, именно там их связь становится наиболее очевидной. Среди постоянного звука, света и движения их внимание всегда направлено друг на друга. Как будто, что бы ни происходило вокруг, есть одна неизменная точка, которая обеспечивает чувство стабильности и безопасности. Для многих, кто наблюдает честно, эта маленькая деталь наиболее трудно отрицается. Неизбежно, некоторые предпочитают рассматривать все это как совпадение, как обычную динамику отношений между двумя давними друзьями. И это вполне обоснованная точка зрения. Однако для тех, кто внимательнее следит за их отношениями, кто наблюдал за ними на протяжении многих лет, чувства, которые возникают, часто выходят за рамки простых ярлыков. В них присутствует ощутимая глубина эмоций, есть интимность, которая не всегда видна, но ее можно почувствовать. Интересно, что Чингук и Тэхён никогда не пытаются никого убедить. Они не делают громких заявлений или драматических жестов, чтобы что-то доказать. Именно в тишине и простоте проявляется смысл. Они позволяют своим действиям говорить за себя, они позволяют времени раскрыть их последовательность, и они позволяют публике интерпретировать все в соответствии со своими собственными чувствами. В мире развлечений, полном вымыслов и образов, такая честность кажется редкостью. Когда два человека могут быть самими собой перед камерой, не теряя себя, это бесценно. И, возможно, именно поэтому так много людей находят отклик в их моментах, потому что они видят не роль, а человека с настоящими эмоциями. В конечном счете, история Чингука и Тэхёна — это не просто то, что видно на экране. Это долгий путь двух людей, которые растут вместе, понимают друг друга и становятся опорой в трудную минуту. Называют ли это глубокой дружбой, духовной связью или чем-то более личным, все зависит от точки зрения. Несомненно одно, их отношения добавили уникальный колорит в историю BTS, подарив теплые моменты, которые останутся в памяти многих. В условиях переменчивых времен, динамики индустрии и постоянно меняющихся этапов жизни одно остается неизменным – они всегда находят путь друг к другу. И, возможно, в этом и заключается красота, не в жестких определениях, а в искренности, которая сохраняется. Пока Чингук и Тэхён продолжают делить пространство также, со смысловыми взглядами, успокаивающим присутствием и искренней близостью, эта история будет жить, не как слух, а как череда моментов, говорящих сами за себя. Для армии эти моменты служат напоминанием о том, что за ярким светом прожекторов и грандиозной сцены всегда скрывается простая, но сильная человеческая связь. И пока мы смотрим на это с открытым сердцем, эта история всегда будет казаться теплой, захватывающей и значимой, со временем, по мере того, как их история будет писать новые, столь же прекрасные главы.